За 5000 лет до нашей эры на рассвете цивилизации человек создал обещание и дал ему имя долг. Это обещание стало цепью, клеймом, приговором. Долг стал топливом для прогресса, но и оружием массового поражения. Долг порождал восстания, ломал судьбы и бросал людей в тюрьмы. Но в 20 веке он стал инструментом, который создал новый мир. Мир массового потребления. Это история о власти и свободе. О том, как одно простое обещание сформировало всю человеческую цивилизацию. Это история долга. Так мы продолжаем наше путешествие по истории долга. Предыдущая серия закончилась на том, что Юлий Цезарь создал первый в мире работающий механизм банкротства, но его наследие было похоронено под обломками Римской империи, и настали темные века. И на главный вопрос, что теперь делать с долгами, отвечали не юристы и императоры, а богословы. Рим пал, вместе с ним на сотни лет рухнула и сложнейшая система римского права, которую мы разбирали в предыдущей серии. И Европа погрузилась в хаос, торговля замерла, города опустели. В этом новом мире главной силой, способной объединять людей и диктовать правила, стала религия. И вопрос долга перестал быть юридическим, он стал вопросом морали, вопросом греха и спасения души. Великие монотеистические религии, иудаизм, христианство и ислам предложили свой, на первый взгляд, радикальный и простой ответ на проблему долга – полный запрет процента. Основа основ лежит еще в Ветхом Завете, в книге Второзакония. Заповедь гласит: «Не отдавай в рост брату твоему ни серебра, ни хлеба, ни чего-либо другого, что можно отдавать в рост. Иноземцу отдавай в рост, а брату твоему не отдавай в рост». Это не просто моральное предписание, это гениальная с точки зрения экономики и выживания формула, особенно для народов, живущих в диаспоре. Что она означает? Внутри общины, так сказать, для своих. Долг – это инструмент взаимопомощи, почти благотворительность. Ты даешь долг, чтобы помочь соседу пережить трудные времена, а не для того, чтобы нажиться на его проблеме. Это укрепляло внутреннюю сплоченность. А вот с чужими, с иноземцами, это уже коммерция, это бизнес, ничего личного. Именно такое разделение позволило еврейским общинам, рассеянным по всей Европе, с одной стороны сохранять вот эту самую внутреннюю сплоченность, с другой стать главными финансистами средневековой Европы и кредиторами для всего христианского мира. Они могли легально, со своей точки зрения, кредитовать христианских королей и купцов, которым их собственная религия строжайше запрещала заниматься этим бизнесом. Христианство пошло еще дальше. В Евангелии от Луки есть цитата Христа: «Взаймы давайте, не ожидая ничего». На основе этой фразы, а также философии Аристотеля, который учил, что деньги бесплодны и не могут рождать новые деньги, богословы, в частности Фома Аквинский, выстроили целую доктрину. Они утверждали, что взимание процента – это смертный грех. Логика была убийственно элегантной, причем зачастую убийственной в самом прямом смысле. Что такое процент? Это плата за время, в течение которого должник пользуется деньгами. Но время, утверждали богословы, принадлежит только Богу, а значит ростовщик, взимая процент, продает чужое. Он торгует божественным временем. Соответственно, это приравнивалось к богохульству, воровству у Бога. Это было не просто мнение, церковные соборы один за другим вводили жесткие санкции. Ростовщичество было объявлено смертным грехом. Ростовщика могли отлучить от церкви, а после смерти отказать в погребении на освященной земле. Вообще для средневекового человека это было очень страшное наказание, для многих даже страшнее смерти. Поэт Данте Алигьери в своей божественной комедии уготовил ростовщикам место в 7-м кругу ада, рядом с богохульниками и содомитами, где они вечно мучаются под огненным дождем. Ислам занял не менее жесткую позицию. В Коране есть строжайший запрет на риба, что можно перевести как ростовщичество, проценты или несправедливый прирост. Философия здесь такова: деньги – это не товар, а лишь мера стоимости. Богатство должно создаваться через труд и торговлю, а прибыль – через разделение риска, а не через сдачу денег в аренду. Этот запрет настолько фундаментален, что на его основе в 20 веке выросла целая индустрия, так называемый исламский банкинг, который сегодня управляет триллионами долларов. Он работает без процентов, так сказать, на принципах партнерства. Например,
Банк не дает вам кредит на покупку дома под процент, а выкупает этот дом сам и продает вам его в рассрочку, заранее оговоренной наценкой, которая называется мурабаха. Или банк не кредитует ваш бизнес, а входит в него как партнер, разделяя и риски, и будущую прибыль. Это называется мушарака. Посмотрите, как интересно. На тысячи лет человечество погрузилось в моральную оценку долга. Вопрос был не в том, что говорит закон, а в том, грешно ли это. И вот эта моральная тень до сих пор лежит на теме долгов. Многие люди в современном мире испытывают не просто финансовый стресс, а глубокое чувство стыда и вины, как будто они совершили не ошибку, а прегрешение. Это культурное наследие веков, которое сидит очень глубоко в нашем подсознании. Но в итоге экономическая реальность оказалась сильнее религиозных догм. Средневековая Европа росла, расширялись города, развивалась торговля, начинались крестовые походы, строились гигантские соборы. На все это нужны были деньги, много денег. И система беспроцентных займов просто не работала. И тогда европейцы начали изобретать различные схемы, чтобы обойти этот запрет. Как дать в долг под процент, не называя это процентом? Способ первый – штраф за просрочку. В договоре займа писали, что он беспроцентный. Но если долг не возвращался ровно в срок, а при этом срок специально ставили очень коротким, то начислялся огромный штраф, который по сути и был этим самым скрытым процентом. Способ второй, он назывался валютный арбитраж. Купцы могли дать в долг 100 золотых монет, а в договоре прописать, что вернуть долг нужно через 3 месяца в другой стране и в другой валюте, при этом по заранее установленному невыгодному для должника курсу. Собственно, разница и была доходом кредитора и тоже таким вот скрытым процентом. Способ третий – морской заем, самый рискованный. Купец финансировал торговую экспедицию. Если корабль тонул, долг прощался. Но если он возвращался с товаром, должник возвращал сумму займа плюс огромную премию до 50% от суммы. Это вечная история. Когда закон или догма входит в прямое противоречие с экономической необходимостью, бизнес всегда находит обходные пути. Запрет на процент в итоге привел к появлению комиссий, неустоек, штрафов за просрочку, платы за обслуживание. Разве это не напоминает современные кредитные договоры, где реальная эффективная ставка может быть спрятана за десятком дополнительных платежей? Форма меняется, суть остается прежней. Идея о том, что процент должен быть справедливым, никуда не делась. Собственно, сегодня, когда Центральный банк России ограничивает максимальный дневной процент для микрофинансовых организаций, он по сути продолжает дело средневековых богословов, то есть пытается провести черту между честным займом и греховным ростовщичеством, но только на современный лад. Религиозные запреты с одной стороны и экономическая реальность с другой создали вакуум в средневековые времена. И в этот вакуум вошли новые неожиданные игроки. Они были одновременно и монахами, и воинами, и первыми международными банкирами. Их звали тамплиеры. И именно они вместе с предприимчивыми итальянскими семьями навсегда изменят финансовый мир, построив первую современную банковскую систему. Но об этом в нашей следующей серии.